В нашем городе наступает ночь, и на охоту выходит мафия. Привет. Привет. Как дела? Ну, нормально. Сначала скребком. Не знаю, здесь как бы грунт тоже двухкомпонентный. Очень сложно сходит. Краска нормально. Ага. Жарко? Не, наверное, продувает здесь. Может, и днем будет хорошо, кстати. А может, нет. Ну, отлично. Я скоро к тебе присоединюсь. Окей. Так, ну что, сегодня воскресенье. Как всегда, жара, день. Я вот одела старенькую футболочку, шортики. И готова идти шкурить киль. Антон уже шкурит машинкой. Купили шпатель еще один. Поэтому я готова. Привет. Как дела? Привет. Ну, нормально. Купил новый диск, но он другой. Вот он вроде как лучше снимает. Ага. То что может им просто. Ну, Я как отлично. раз лучше, наверное, скребком ковыривать. Ну да, я думаю, сейчас с скребком поработаем. Как народ. Музыку не слышит только с болгарки. Так, стой. Хотя здесь в тени классно, не жарко. Угу. Так, ну вот купили мне вот такой скребок. Сейчас буду работать. Жара, но немножко полегче сейчас, чем было вот когда мы приехали в конце августа. Так что я думаю, с каждым днем будет все прохладнее. Это радует. Кажется, что это надо будет чистить вечно. Ну, сейчас красочку подберем и болгарочку. Где-то получше отходит, где-то похуже. Не так жарко, кстати, как казалось. Будет. Какие прогнозы, Антош? За сколько сделаем киль? Но если сегодня не будем, Вафлить? то может сегодня отдерем его. Думаешь? Да. Ну, было бы круто. Здесь, конечно, тяжелее отходит. Хорошо краска стала. Под ней еще грунт, который тяжело отходит. Болгарочку его потом снимем. Фух, так намного быстрее. Вот так. Вот это я руками сделала. А вот эту часть уже чуть машинкой. Поехали дальше. Антош, сколько мы здесь с тобой уже? Неделю? 10 дней. 10 дней. И вчера, да, или позавчера к нам подошел мужчина, турок, рабочий этой Марины. Тоже прошаренный. Да, он спросил, а вы откуда? Мы такие, мы из России. Он такой, слушайте, ребят, тут такая столовка классная, а вы почему не приходите есть? Стоит прямо вот у нее. Да, вот она. Стол с чем-то. Вот. И там еще попугай сидит. Да.
Вот, и мы сегодня решили прийти и посидеть. Вот, купить. Стоит ужин 15 лир, это 150 рублей. И тут мы смотрим, нам просто накладывают. Но я не знаю, это можно есть, наверное, дня 2-3. Да. 2 супа. 2 салата. 2 порции арбуза. 2 порции колбасы. И 2 порции хлеба, да, должно было быть. И второе, это просто вот моя ладонь. Таких 2. Да. В общем, сейчас будем... Короче, выключай быстрее камеру, давай есть. Да, как вкусно пахнет. Еще самое главное, мы стоим уже на тепле и не надо мыть масло. Да, это вообще круто. Почему мы раньше об этом не узнали? Ура! Приятного аппетита! Итак, вчера я подготовил киль для грунтовки, для покраски. Но это было вчера. Прошло уже целая ночь. Сегодня утро, уже, наверное, часов 9. И сейчас я буду его красить. Но перед этим я его еще раз прошкурю, потому что коррозия, она возникает из-за контакта металла, воздуха и воды. В воздухе есть вода. Производитель краски рекомендует, чтобы прошло не больше 4 часов с момента зачистки до начала покраски. Значит, я быстренько пройдусь. Потом почищу обязательно от всякой пыли щеточкой. У меня нету никакого здесь компрессора с воздухом. После все это обрабатывается растворителем для обезжиривания и для очистки. И все. И можно красить, грунтовать. Вот, еще очень важная штука. Температура воздуха должна не превышать 35 градусов по Цельсию, и поэтому я это делаю с утра. Итак, у нас сейчас температура 28 градусов воздуха. Ну, наверное, больше, потому что она растет. Потому что я вынес приборчик из какой-то компании, там было прохладнее. Они также рекомендуют, чтобы не только температура воздуха, но и температура поверхности, на которую наносится грунт, был тоже не больше 35 градусов. Итак, у нас уже 31 градус. Так что надо быстро все это делать. Потому что если будет больше 35, придется остановиться. Так, я протер киль, смешал грунт, все подготовил. Все. Сейчас будем красить. Первый слой грунта готов. Сейчас будем шпаклевать. После шпаклевки опять будем грунтовать. После грунтовки опять будем, не опять, а будем красить. Вот так вот. Выглядит неплохо. Я думал, будет хуже. Ха-ха-ха. Двухкомпонентный грунт. Компонент номер А. Его нужно тщательно перед смешиванием размешать, чтобы не было вот таких комочков. Вот таких. Все это тщательно размешиваем. Берем компонент Б, открываем. Здесь ничего мешать не надо, так все жидко. Берем вот эту штучку.
к одному. Сначала льем компонент А по-рисски. Потом льем компонент Б. Все тщательно мешаем. We have to yell out there all together. You walk in the room, stuffing yourself with a straw. You walk in the room. Так, на улице на солнышке 35 градусов, температура киля 32. Ну, скорее всего, здесь 32, потому что термометр лежал на солнце. Так что идеальные условия, чтобы красить 33. Sitting in the trolley, I watch all around me. In this white department, in all these items. Итак, сегодня меняем дейдудный сальник. А это сальник, который не дает воде через дейдудную трубу проникнуть внутрь лодки. Находится он вот здесь вот. И зажимается вот такой штучкой. Вот такой. Болтами вот здесь. Как видите, я уже выковырял какую-то часть его, до которой смог дотянуться. Выковырял, получается, 3 витка. Это было довольно-таки непросто, потому что места здесь немного. И подлезть туда очень сложно. Значит, сальник этот нужно менять. Лучше его менять при покупке лодки, сразу как подниметесь, при первой же возможности, потому что сколько он там провел, неизвестно. У нас он тек, подтекал, мы его постоянно болтами поджимали, тык-тык-тык, но через какое-то время он все равно начинал течь. И просто уже я боялся тянуть дальше, потому что не знал, что там находится, в каком состоянии он. И вот хорошо, что мы поднялись, и можно его поменять. Когда залазишь первый раз сюда, думаешь, как же здесь тесно, как вообще все это делать, потому что пространства просто нет. Но через час ты начинаешь к этому пространству привыкать, и оно уже кажется не таким маленьким, тебе становится здесь комфортно. Через 2 часа ты вылазить отсюда уже не хочешь, а через 3 часа ты начинаешь отсюда просто выбегать, потому что находиться здесь в 30-градусную жару очень-очень непросто. И поэтому сейчас 9 утра, на улице довольно-таки прохладно, плюс 25, на лодке тоже, но солнце уже начинает припекать. Это значит, что у нас есть час, может, полтора, чтобы все успеть. Так, вот так вот выглядит сальник здорового яхтсмена. А вот так вот выглядит сальник не совсем здорового яхтсмена. Ну, таким он получился, потому что он был довольно-таки сухой уже, без смазки. Его пришлось оттуда просто выковыривать. Бывало, вылезали вот такие вот нормальные кольца, но это было довольно-таки сложно. Теперь мы померяем сейчас размер, 1 оборот, отрежем, все тщательно смажем и запихаем туда обратно. Значит, вот сальник на месте, такое колечко. Вырезается вот такой кусок ровно под
на один оборот, так, чтобы он смыкался плотно и смазывается и заталкивается сюда. Значит, заталкивается, и у меня вышло раз, два, три колечка. И еще очень важная вещь, чтобы колечки устанавливались с проворотом соединения в 120 градусов. То есть, если, например, первое колечко у меня соединялось здесь, вот, второе вот здесь, вот, третье вот здесь, вот, третье где-то вот там вот. То есть, чтобы места их соединения были в разных местах. И это тоже очень важно. Вот, и сейчас я здесь чуть-чуть почищу все. Ох, это грязь. Вот, и уже еще напихаю чуть смазочки и буду заталкивать. Вот, собственно, заталкивается это вот так. Оп, все. Сальник на месте. И потом болтами вот здесь вот все притягивается. Так, ну вот, собрал. Вот он как выглядит. Даже солнечный свет проникает в машинное отделение. Это значит, что пора отсюда вылазить. Находиться здесь уже становится тяжко. Пойду попью водички. Да, ставить сальник намного быстрее и проще, чем его выковыривать оттуда. Так что, чем старее сальник, тем сложнее его оттуда выковыривать. Так, вроде ничего не забыл. А, вот. Так что меняйте сальники, будет вам счастье. Так, последний этап. Все загрунтовано. Готово. Опасно. Так, ну вот мы делаем линии. Приехали ребята замерять. Такой вот биминик. Наполирую вин, будет блестеть. Я надеюсь. Хлеб уже спуститься. Да? С блестящим винтом. Полируем вот. With my crying, I am trying to express it, but I can't talk to you to explain the rules, but you both be good. Что делаем? Протекают клеевые стойки. Или маска, потому что одна уже закончилась. Я полностью оторвала. Также намыла все эти ранние коричневые. Завтра, когда спустимся, наша лодочка будет просто сиять. Там еще палка.
Так, ну что же, настал тот день, когда мы спускаемся. Все ремонтные работы сделали, которые, в общем-то, планировали даже зимой. Вот. Ну, конечно, хотелось бы получше сделать подводный борт, полностью там содрать старую краску, несколько слоев, но так, немножко мы пошкурили, там сделали какие-то проблемные места и покрыли необрастайкой. Вот. Но основные работы, конечно, это было по замене Гудрича, вот, что мы сделали, отполировали вот винт, ну, имею в виду в подводной части, заменили аноды, вот. Ну, конечно же, сделали еще прям вот классно киль, вот он тоже довольно тут ездит. Также отполировали борт, сделали Black Tank, вот новый у нас появился воздухоотвод. Что мы еще сделали, Антош? Я сейчас про Black Tank говорю. Поменяли полностью трубы. Вот. Все подкрасили, повернули, сальник поменяли, Вот. поменяли, Вот, да. сняли, Black Tank поставили. Все. Всего-то месяц работы. Да. Ну и такие косметические уже моменты. Это отполировали вот арку, стойки. Надо будет еще рейлинг отполировать. Леера намыли. Еще, конечно, надо делать, когда вода на борту будет. В планах это водные танки промыть. Потом палубу с мачтой разобраться, с парусочками там подшить, что надо. В общем, так, по мелочи осталось. Да? Бимини сделали. Бимини, да. Ну, у нас, да, сделано. Вот установим бимини. Нас будут спускать вот этим здоровым краном. Потому что маленький наш не работает. Такие дела. You walk in the room, stuffing yourself with a straw. You walk in the room, in the sequence down below. Mohammed, I don't want you to feel me that way with my crying. I am trying to express it, but I can't talk to you to explain the rules. But you would be good if you decide to. Only if you decide to. I have to cry louder, I have to shout louder, we have to yell louder all together. You walk in the room, stuffing yourself with a straw. You walk in the room, in the sea we start to glow. You walk in the room. Сегодня спустимся. Даже не верится. Волнуешься? Ну, вот такой волнительный момент, конечно. Но радостно очень. Подустали уже на берегу стоять. Хоть сегодня уже конец сентября, но... В общем, пора. Sitting in the trolley, I watch all around me. In this wide department, in all these items that I should want. The ketchup, the cream, the cereal, the bin. Kilometers of food can start with infinite. Passion 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 start with
мы на воде. Ждем катерок, чтобы нам показали место. Движок завелся. Да, движок, волнительный момент, конечно. Мне кажется, он даже работает помягче. Да, мне тоже так кажется. Более, менее шумно. Так. Да. Ну что, на воде, даже не делится. Сейчас будем вставать куда-то. Понятно, еще куда должен приехать Маринер и показать мне. Хотелось бы, конечно, с погодой. На Чарли. Да, на Чарли. Может, повезет. You walk in the room.